Здравствуйте, мои дорогие девочки и мальчики, приветствую всех на канале Айрония. В этом видео отвечу на некоторые вопросы, которые повторялись уже несколько раз, на тему сухое голодание. Пометки сделала, так что пробежимся сейчас по всем, этим вопросам. Вопрос первый. Как почиститься с 17 до 18, если тебе нужно пить слабительное? Оно же не подействует так быстро и придется ночью бегать в туалет. Естественно, что если вам с 17 до 18 надо почиститься, то вы заранее смотрите, чем вы чиститесь, если вам нужно слабительное, или вы пьете чай. Если это таблетки или капсулы какие-то, то, естественно, надо прочитать на этикетке. Там стоит, сколько часов нужно для того, чтобы подействовала та или иная таблетка. Я, например, у меня стоит 8-12 часов. Можно было выпить, например, вечером вчера, а сегодня утром я бы сходила в туалет. Либо я знаю, что она подействует быстрее, часа через 4, и поэтому я пью утром, и до 17 в любом случае кишечник чистый. Вы можете вообще не пить слабительное, если вы сидите на легкой пище, это во-первых. А во-вторых, если вам сделать шанг прокшалану, то вы сходите, например, вы в 17 начали, в 18 вы точно сходите в туалет, и кишечник ваш будет чист. Дальше. Я постоянно слышу рассказы, как люди, услышав где-то или прочитав о пользе долгосрочного голодания, сразу идут на 3-дневное или 7-дневное голодание. Не советую совершенно это делать. Я еще вот года сама не практикую. Полтора-дневное, да, 36 часов – это полтора дня. И я не думаю пока увеличивать время паузы. И вообще не вижу пока никакого смысла вот для себя лично это делать. Но у меня сейчас... я понимаю, что в городе это делать нет никакого смысла, это неудобно, потому что, увеличивая день пищевой паузы, ты должен увеличить время входа и время выхода. Я думаю, что гораздо проще и полезнее будет попрактиковать, например, если я захочу 3-дневное голодание где-то на природе, вдали от города, и не на море, где везде рестораны и мороженое продают, а именно в удаленном месте, в горах или где-то там на природе. И я никогда не буду голодать просто ради факта, что я вот поголодала 3 или 5 дней, и вот хвастаться своими достижениями здесь. То есть смысла пока я не вижу. Я должна чувствовать пользу и комфорт, и удовольствие от самой практики. Иначе, если я не получаю никаких вот приятных эмоций от этого процесса и не чувствую улучшения состояния, то нафиг оно все надо. Вообще, дорогие мои, я, так как и веду что-то типа дневника, не что-то типа, а это дневник и есть моих метаморфоз на сухом голодании, то вы можете в любой момент зайти в плейлист «Сухое голодание», там собраны все мои видео, и вы, я думаю, на мой взгляд, вы сможете найти там ответы на самые важные ваши вопросы. Мне кажется, что я отвечаю довольно развернуто, но тем не менее вопросы все равно поступают. И я думаю, что вы либо задаете поспешный вопрос, даже не прослушав видео до конца, либо вы невнимательны, либо вы слишком обеспокоены тем, что что-то может пойти не так. Я тоже первое время была очень внимательна, чутко прислушивалась к тому, что со мной происходит. Воду-то я не пью, никогда такого не было. Уверяю вас, наш организм очень практично устроен. И чем меньше мы его засоряем, нагружаем едой, медикаментами, тяжелой, так сказать, нечистой водой, тем лучше он сам оздоравливается. Мы должны только дать ему передышку. Время от времени давать, передохнуть от излишней работы. Значит, следующий вопрос. От худощавых людей, которые хотят практиковать, но боятся еще больше похудеть. Во-первых, за 36 часов вы не похудеете. Возможно, да, вы потеряете несколько килограмм в первый раз, но по статистике вы можете практиковать от 1 до 3 дней, и это вам никак не повредит. Вы оздоровитесь, и вы нормализуете свой вес. Если вы еще и спортом позанимаетесь, то у вас еще и мышечная масса будет. Лечебное голодание чистит внутренние органы и кишечник. Вот слушайте внимательно. У вас
улучшится аппетит, вы наберете нужное вам количество веса. Если у вас маленький вес, то, возможно, у вас нарушена работа печени и кишечника. Когда вы голодаете, работа всех органов улучшается, и, как я уже говорила, организму нужно потом, после выхода из голодания, меньше еды. При этом организм усваивает все поступающие продукты лучше и дает вам больше энергии, и обмен веществ тоже ускоряется. Начните практиковать, например, суток. Раз в 2 недели, да, потом раз в неделю, а потом вы можете уже перейти через пару месяцев, когда уже привыкнете к такому ритму, на 36 часов, например, еженедельно. Если, скажем так, если вы хотите поголодать вот сегодня, войти в голодание, то вы завтракаете фруктами, салатами, вы можете съесть кашу, вы можете выпить мятный чай, например, или другой какой-нибудь травяной чай, что-то легкое такое. Подобным завтраком вы начинаете следующий день. То есть вы позавтракали, потом вы не пьете и не едите до конца дня, спите, и утром вы начинаете день с этого же завтрака. Все, вы вышли из голодания. Так вот, если вы будете постоянно практиковать сухое голодание, то ваш вес не только не уменьшится, а наоборот, вы наберете то, чего вам не хватает. Нормализуйте свой вес и будете хорошо выглядеть. Вопрос: какое количество лимонного сока нужно добавлять? Так вот, утром, например, да, когда я выхожу из голодания, я лично вот люблю на стакан теплой воды, в последнее время люблю теплую воду, я беру где-то 2 чайные ложки или 1 полную столовую ложку лимонного сока. Мой муж любит, например, побольше добавить. Но это как вам нравится. Какую кислоты вам нравится, так и делайте. Можно ли голодать, если кровь густая? Это такой вопрос, что я не могу на него ответить, потому что я не врач. И чтобы ответить на подобные вопросы, надо консультироваться с врачом, потому что он в курсе вашего здоровья, ну, должен, во всяком случае, быть в курсе. Я тут рассказываю только сугубо о своем опыте и о своем личном, так сказать, свой личный пример вам рассказываю. Могу сказать только, что когда в организм не поступает пища, мертвая вода, то кровь не получает очень многие вредные вещества, и состав крови очищается. На сухом голодании в теле сама достигается гармония во всем, и очистка крови происходит лучше, чем через гемодиализ или при искусственной очистке. Все процессы в организме выполняются идеально на сухом голодании, и потом 36 часов – это очень маленький срок и считается безопасным. Вы пьете кислую воду, вы пьете лимонный сок, что тоже хорошо для густой крови, но все равно, естественно, вам надо проконсультироваться с врачом, тем более вы в курсе, что у вас густая кровь. Дальше поехали. Некоторые люди пишут, что голодание – это отличное дело, но надо обязательно пить, иначе токсины и все вредные вещества не покинут тело. Ничего подобного. На сухом голодании очистительные процессы еще активнее, чем на воде. На воде все вредные вещества выходят с мочой, на сухом голодании сжигается все без остатка в организме. Особенно на жестком сухом голодании, которую практикую я, без соприкасания с водой. Для женщин важный момент: активнейшим образом сжигаются жиры в проблемных зонах. У меня даже стала появляться талия. Я думала, что у нее в принципе ее нет, но она стала появляться. И я вам хочу сказать, что жировой объем не восстанавливается до первоначального объема. Дальше, смотрите, у людей, только начавших практику, с непривычки может что-то болеть. Это могут быть, кстати, фантомные боли или просто у вас в голове срабатывает какой-то страх. Например, болит голова или живот, усталость, нарушение концентрации может быть, головокружение, тепловой удар, это я цитирую, это не мое. Проблемы с почками и мочевым пузырем, для этого вы советуетесь с врачом. Судороги. Могут быть, один раз у меня было, я вам рассказывала, заходила в магазин, как только я вышла на улицу, судороги прошли полностью. Падение артериального давления, особенно не наблюдаю, кстати. Нарушение снабжения внутренних органов кислородом.
Если вам вдруг дурно или плохо, это чисто, я вам говорю, с непривычки, потому что у вас страх. А выходите на улицу, все проходит моментально. Воздух сразу приведет ваше самочувствие в норму. Я к чему говорю? Что многие в этот момент спрыгивают с практики. А эти симптомы говорят именно о том, что ваш организм засорен и уже началась работа по его очищению. И надо просто это понять. И вам нужно немного подождать и продолжать чиститься. Я в первый день перетерпела мигрень. У меня была просто страшнейшая мигрень. Мне пришлось выпить таблетку, потому что я бы не встала. У кого есть мигрень, тот в курсе, как это бывает. И я вам хочу сказать, перетерпев один раз, я избавилась. Во всяком случае, вот прошел почти год, ни разу у меня не было мигрени. И это очень большой индикатор. Это говорит о том, что я на правильном пути. Для моего организма это полезно. Но люди привыкли к ритуалам, понимаете, каждодневным ритуалам. Позавтракать, пообедать, поужинать. Вот мы завтракаем, и у нас обед перетекает как бы плавно в ужин. Но некоторые люди еще имеют второй завтрак на работе, имеют еще и полдник, любители. И вдруг у вас освобождается время. Вроде как надо бы пойти поесть, время обедать, а не надо. То есть нас беспокоят наши привычки. И если вы головой понимаете, для чего вы делаете пищевую паузу, то вы переключитесь на что-то другое довольно легко. Кому трудно это сделать, лично я советую выйти на улицу, выйти на воздух, пойти погулять. Это поможет вам и от жажды, от чувства жажды, если вы ее испытываете, и от привычки что-то жевать. Далее, цитирую. По утверждениям большинства диетологов и медиков, хорошо именно голодание на воде, когда при подступающем чувстве жажды мы начинаем употреблять воду в оптимальном объеме. И этот процесс наиболее эффективен и не вызывает мучительных ощущений. Насилие над собой в этом случае не самый лучший наш союзник и друг. Но дело в том, что нет этих мучительных ощущений, и жажды нет особой. Она бывает только в сильную жару, и то чуть-чуть. Это как раз жажда и желание поесть бывает на голодании с водой. То есть создается такое впечатление, что вот эти статьи пишут люди, которые никогда не пробовали сами сухое голодание и только предполагают, какое состояние может быть у практикующего. Во время сухого голодания весь мусор сжигается в каждой клетке отдельно. Такая переработка непригодных частей клетки. Температура тела повышается, это чувствуется. Я не сильно, но я это чувствую иногда. То жар, то озноб бывает такой. Рядом со мной, вот когда я смотрю кино там или вот просто что-то сижу делаю, со мной лежит что-то теплое, какой-то теплый халат. Если мне холодно, я его накидываю, стало жарко, сбрасываю через несколько минут. Мы знаем, что когда в тело попадает вирус или что-то плохое, температура повышается. Все это знают. В Германии врачи не рекомендуют до 39 градусов сбивать температуру даже у детей. Потому что мы не даем организму самому устранить проблему и лезем со своими лекарствами, давая нагрузку на кишечник. А этот процесс повышения температуры как раз ускоряет наше выздоровление. И иммунной системе легче устранить все ненужное из организма. При сухом голодании расщепляются жиры в первую очередь. Потому что для своих нужд организм берет воду прежде всего из жировых клеток. И никак не страдает от того, что мы не пьем воду. Жировая ткань свой объем не восстанавливает. И это важно, то есть мы уменьшаемся в объеме. Организм берет из своих резервов только то, что ему необходимо, а не то, что в него искусственно вливают. Понятно я объясняю? Надеюсь. После сухого голодания даже радиация в организме значительно уменьшается по наблюдениям ученых. После сухого голодания организм становится чистым от негативной информации, которая вносится чужой, так сказать, водой извне. Никаким другим способом такого полного эффекта очищения не достигается. И если у вас только мотивация похудеть, то пищевой паузой не стоит заниматься. Идите, бегайте, отжимайтесь, занимайтесь спортом.
Некоторые люди пишут, что голодать нужно дольше и реже, чем каждую неделю по 36 часов. Не могу вообще с этим согласиться. Я вижу явные результаты. Я не перегружаю организм, не перегружаю тело стрессами. Организм привык к такому ритму. Я уже к дню голодания хочу передохнуть от пищи. День паузы проходит активнее и незаметнее. Пока не вижу никакого смысла переходить на более долгое голодание. Мой опыт голодать раз в 2 недели был, во-первых, менее эффективен, мне было гораздо сложнее это делать. И я хочу вам сказать, что прежде чем попробовать всякие клизмы, слабительные, травки, пройдите тест и определите тип своего тела, определите свою дошу по аюрведе. Ссылка на тест всегда стоит под видео. Потому что это очень важно почиститься правильно. Когда мне что-то интересно, я ищу информацию из разных источников, делаю на основании этой информации свои выводы, проверяю этот эффект на себе. Только потом я могу что-то говорить на эту тему и делиться информацией. Если у вас чисто праздный интерес или любопытство, и вы задали вопрос непонятно зачем, автоматически, даже не посмотрев другие видео, где, возможно, уже есть ответ на ваш вопрос, то хочу вам сказать, что вы торопитесь. А в этом деле торопливость вообще неуместна. Вы либо имеете четкое представление и намерение, как улучшить себя, либо вам нечего делать, и на вас действуют просто модные вот эти сейчас зожные направления. То есть вы вроде как хотите попробовать жить здоровой жизнью, правильно питаться, снизить вес, оздоровить организм, что вы так решили, но это не точно. И вот вы загорелись, сразу задаете все вопросы, не вдаваясь в тему, не понимая, надо ли оно вам все это вообще. Это, понимаете, это выглядит так, как вот у меня некоторые знакомые спрашивают про какие-то дела по бизнесу. Как это сделать? Ну, ты же занималась бизнесом, да? Расскажи в 2 словах, я тоже этим буду заниматься. Так вот, такой подход приведет вас к полному краху. Я училась этому бизнесу несколько лет, я проходила практику на большой фирме, у меня опыт работы большой, и меня просят в 2 словах объяснить, как это работает, как это, что делать вообще, да, потому что читать и узнавать информацию некогда, долго, муторно, а бизнес надо бы побыстрее начать. То же самое с голоданием. Если у вас есть намерение, то вы сначала ищете информацию, а потом уже подумав, задаете конкретные вопросы. Я говорю сейчас это не к тому, что не надо задавать вопросы. Просто посерьезнее надо к себе относиться, потому что ваше здоровье – это не игрушки. Многие из вас ели вредную еду, переедали, болели, курили, пили, и вдруг раз и перекрыли все краны, понимаете, и к тому же недостаточно или неправильно почистились, и все, вам плохо, дурно, а потом вы будете писать под видео, что пищевая пауза – это вред, и сухое голодание – издевательство над организмом, и вообще, как мне сказала недавно одна блогерша, многим очень даже известная, что если практиковать сухое голодание, то отсохнет мозг. И нет никаких доказательств пользы сухого голодания, и прямо с утра надо обязательно начать вливать в себя воду. Она, правда, и на другие темы ей ментально недоступный бред несет, но не столь. Так что не надо слушать, я к тому, что не надо слушать одного человека, даже если он профессор, а послушайте разных людей, и самое главное – тех, кто действительно уже практикует и пришел к каким-то результатам. И потом уже делайте свои выводы. Я лично за краткосрочное голодание. Пока на данный момент я убеждена, что оно самое полезное. Я думаю, что на сегодня нам хватит информации. Вопросы задавайте, конечно же, но задавайте осознанно. Я отвечу на все, если я буду знать ответ, я отвечу. Все видео о сухом голодании вы найдете в плейлисте «Сухое голодание». Не забывайте подписываться на канал, поставить лайк, если это видео вас мотивировало на какие-то действия и было полезным. С вами была Наташа. До скорых встреч. Пока.